Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой красивый очень джемпер, таким необычным дизайном. Три узора у нас будет здесь использоваться. Это японский дизайн, из журнала из японского взят. И, в общем-то, нашла на просторах интернета. Мне показалась очень оригинальная модель. Такая нежная, воздушная, узоры легко вяжутся. В общем, одно удовольствие, да? Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда, в моем мастер-классе будет схема, выкройка, мы будем вязать образец, определять плотность, делать расчеты. Все будем делать в моем мастер-классе прямо под камерой, да, и, конечно же, будем вязать образец, чтобы потренироваться вязать этот узор и определить плотность. И многие-многие другие нюансы, как расположить узоры на тот или иной размер. Все будет подробнейшим образом рассказано. И затем описание будет выложено под видео, наш итог сегодняшнего мастер-класса. А сейчас, мои хорошие, я хочу предложить вам пряжу. Посмотрите на нее. Пряжу вы, конечно, можете заменить, связать из любой, которая у вас под рукой или которая вам нравится. И тогда вам немножечко следует пересчитать плотность. Но там, собственно, нет ничего сложного. Я выбрала пряжу для джемпера Alize Real 40, Ангора, серия Ангора. Это турецкая пряжа, в 100 грамм 480 метров. И, в общем-то, цвет у нас вот такой, 62. Такой серовато, какой-то голубоватый цвет, приятный. Вот. Ну, мне кажется, что пряжа такой средней толщины. Не могу я сказать, что она тонкая, супер. Но спицы использую 3,5. И вот такое вот вязание получается. Здесь образец мы будем вязать 3 разных узора. Декоративный у нас планка идет. Затем связал несколько раппортов средним узором, как вы видели на джемпере. И один раппортик с листиками. Вот мы начали. И не продолжил я его, конечно, не очень, конечно, это можно теперь оценить красоту узора, но для этого у нас есть фотография модели, и там вы можете все оценить. У нас же с вами образец вяжется для того, чтобы потренироваться, во-первых, да, ощутить себя, как этот узор для нас выходит, и, в общем-то, для того, чтобы посчитать плотность, конечно же. Так, ну, девочки, давайте сейчас я рассмотрю вам, покажу вам схему, рассмотрим, да. Как я сказала, в нашем джемпере будет использоваться целых 3 разных узора. И все 3 мы сейчас с вами рассмотрим. Схема нашего узора, девочки, она у нас будет, значит, как бы трехэтапная, да. Первый этап мы вяжем вот такую вот планку декоративным узором, таким ажурным. Затем у нас идет этап вот эти полосочки. Второй этап. И третий, когда уже идут листики вверху, да. И все эти узоры, все 3 мы сейчас с вами в образце провяжем. Для образца я набрала 32 петли. Будем вязать 30 петель сам узор и 2 кромочные. Вы будете начинать вот по этой схеме. Видите, здесь будет вязаться 1-й, 3-й ряд платочной вязкой, да. То есть, ну, как видите, лицевая, тут изнаночная. Так, и затем переходим к ажурному узору А. Смотрите, начинается раппорт узора, вяжем
накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первой и второй петельки я меняю местами, так чтобы первая оказалась за работой, вторая поверх нее накидывается. И все 3 вяжу как 3 вместе лицевой. Делаем накид, лицевая. Это был раппорт узора. А далее мы с вами повторяем этот раппорт, да? Сейчас, то есть мы то же самое с вами делаем. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая. Раппорт второй связали, да? Опять лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, лицевая. И так далее, девочки, до конца ряда вяжем. Изнаночный ряд мы будем вязать, как смотрят петли. Накиды вязаться будут изнаночными. Ну, собственно, у нас весь ряд будет изнаночные петли. Накид, лицевая. Вот видите, как сместился узор? Снова вяжем накид, 3 вместе с выделением центральной петли, накид, лицевая. Снова накид, 3 вместе с выделением центральной петли, накид, лицевая. И так далее, девочки, до конца ряда. Вот у нас все изнаночные петельки, и далее переходим к узору Б. Мы вяжем с вами раппорт узора. Начинаем 3 лицевые. Делаем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петли местами. Первая у меня за работой, вторая поверх нее накидывается, и вяжем как 2 вместе. Далее вяжем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, связали, да? И далее 2 лицевые. Это был первый раппорт. Второй раппорт повторяем. Второй ряд, все четные ряды вяжем изнаночными петельками. Третий ряд раппорта Б, узора Б, мы вяжем просто все лицевые петли. Вообще все лицевые петли. А изнаночный ряд, то есть четвертый будет по счету, это будут все изнаночные петли. Все. На этом раппорт закончится этого узора. Следующий наш узор будет узор, значит, с листиками. И раппорт узора составляет 10 петель, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Это был раппорт первого ряда. Второй ряд и все изнаночные ряды мы будем вязать изнаночными петельками. Начинаем с вами раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Первый идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали один раппорт, будем вязать второй раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые. Связали раппорт. Далее вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Это второй же раппорт вяжется. И начинаем с вами раппорт узора. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном
влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Лицевая. Так, накид. На этом раппорт заканчивается. Начинается второй раппорт. Также мы начинаем его лицевая. Потом вяжем раппорт. Лицевая. Накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая, накид. Связали первый раппорт, второй раппорт вяжем. Лицевая, 13 ряд вяжем. 4 петли перед раппортом вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид. И начинаем раппорт узора. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Две лицевые, накид. Первый раппорт связали, второй раппорт также вяжем. Вяжем раппорт. Лицевая, накид, 3 лицевые и вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого первые, вторые петельки меняем местами. Первая у нас за работой, вторая поверх нее и вяжем как 3 вместе лицевой. Дальше вяжем снова 3 лицевые и накид. Связали. Вяжем второй раппорт. Горячим паром обдаем наш образец и растягиваем его в разные стороны. Он очень влажный, податливый. Тщательно его потянем, девочки, чтобы он сейчас все равно вернется в свое настоящее состояние после того, как высохнет. Все будет хорошо, и мы замеряем, посчитаем плотность. Все, пусть стынет. Измеряем ширину нашего образца полученного. У меня 18,5 сантиметров. И мы набирали с вами 32 петли. Поделим на 18,5. Получаем 1,72. Давайте напишем в 1 сантиметре плотность 1,7 петель. Так, теперь второй. Вертикальную тоже плотность посчитаем. Давайте измеряем с вами высоту нашего узора. 19,5 получается сантиметров. И сейчас я скажу, сколько у меня рядов. У меня 39 рядов, девочки, и я 39 поделю на 19,5. 2 получается плотность. 2. Запишем. В 1 сантиметре 2 ряда у нас. И сейчас, согласно нашим расчетам, с помощью выкройки мы сделаем с вами описание на несколько размеров. Вот такая выкройка у нас будет использоваться для расчетов. Значит, на 4 получается размера, девочки. Первый размер 42-44, второй 48-50. Это 47 сантиметров и 55 сантиметров будет у нас полуобхват по бедрам, да. Так, и в общем-то начинаем с вами. Первое всегда, с чего мы начинаем, это расчет петель по спинке и переду, да, сколько набирать по низу, поскольку вяжем деталь переда и спинки снизу вверх. 47 сантиметров у нас на размер 42-44 умножаем на нашу плотность, которую мы с вами
только что определили, вот, да, плотность в 1 сантиметре 1,7 петель. Умножаем на 1,7. Получаем, девочки, ну, 80 петель, да, запишем, 80 петель. Второй размер у нас 27,5. Половинчатый размер умножить на 2, это будет 55. И умножаем на плотность 1,7. Получаем по спинке 90, ну, округляем 4 петли, запишем. Так? Теперь берем схему нашу узора и смотрим. У нас, значит, с вами раппорт в первом случае 4 петли, да? И здесь по 10 петель каждый раппорт. Будем следующим образом исходить, конечно, из 10 петель в раппорте, плюс 1 петля, девочки, всегда будет для симметрии идти обязательно. Но как видите, да, здесь очевидно, везде нужна симметрия. 1 лицевая добавляется с левой стороны у нас. И даже в этом узоре она тоже должна добавиться. Так, и что мы с вами сделаем? В итоге, ну я даже устно считаю, 80 петель. Это целых 8 раппортов по 10 петель, да, и 1 петля для симметрии, это 81 петля, и обязательно 2 кромочные, 83 петли, окончательное число у нас получается для первого размера. Второй размер, где был 94 петли, также, девочки, смотрите, 90 петель на 10 раппортов, это 9, на 10 петель, это 9 раппортов, 2 кромочные и также 1 петля для симметрии. То есть 93 петли, и можно добавить до 95 довести, а можно оставить 93 петли. Это на ваше усмотрение. Я бы добавила по 1 лицевой справа и слева. Все-таки у нас размерчик 48-50 идет, да? Так, в общем, вот таким вот я образом считаю, что нужно поступить. Если у вас 48 размер, девочки, лицевую не добавляйте. Если у вас 50 размер, сделайте не 93 петли, а 95 петель, да? Добавьте справа и слева по лицевой петле. И узоры у нас, условно говоря, вот так обычно я рисую, схематично. Наборный ряд представьте, да? И у нас с вами на первый размер идет 8 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раппортов по 10 петель. Значит, кромочные у нас идут с вами. Справа 1 кромочная, слева 1 кромочная. Вот. И сюда еще 1 для симметрии лицевая добавляется. Это все будет в моем описании под видео выложено. Так, с этим понятно, да? Теперь, что касается второго размера, делайте аналогичным образом. Девочки, только вместо 8 раппортов у вас 9 раппортов будет участвовать. Также 1 лицевая слева. Если вы хотите 95 петель, то справа добавляйте 1 лицевую, а слева, соответственно, у вас будет уже 2 лицевые. Ну и, соответственно, кромочная справа, слева. С этим разобрались. Узор. Смотрите, узор. Сразу вам говорю, что мы не... Я так вначале с этой схемой не разобралась, поскольку нам было непонятно, сколько что петель там будет у нас участвовать. А теперь я разобралась. Мы будем начинать с вами по схеме вот от этой линии. Вот я ее тут зеленой начертила. Я такую же схему выложу в своем мастер-классе, чтобы вам было понятно. Начинать будем вот отсюда, девочки. Отсюда у нас будет начинаться все раппорты. Вот эта вот вся 4 петли перед этим нам не нужна. Я так поняла, что это для родной... Есть свое описание этой модели, совсем другая пряжа, совсем другая плотность, и там приталено идет. У нас выкройка прямая. Я упрощаю, как говорится, вязание, и считаю, что, ну, хотите, приталенную делайте себе. Я вот лично конструкторски мыслю, что достаточно будет и прямой, обычный вариант классической выкройки. Теперь, девочки, давайте с вами распределим петли на вырез горловины, плечо и пройма. Глубина проймы по выкройке 5 сантиметров. 5 умножаем на 1,7 плотность. Получаем 8,5 петель. Я сделала 9 петель. Так,
округлила. Теперь, что касается выреза горловины. У нас по выкройке это 19 сантиметров. И умножим на 1,7 плотность. Получается, ну, скажем так, надо, чтобы было нечетное число, значит 33 петли. Нечетное, потому что у нас с вами 95, да, и 83. Так, сделали 33 петли, вырез горловины я написала. И далее идут плечи. Плечи я высчитываю вот таким образом. Из общего числа петель, предположим, 83, я отнимаю 33 петли горловины, отнимаю пройму, у нас их 2, 18 петель, да, и получается 32 петли на 2 плеча. Но поскольку их 2, мы делим на 2, по 16 петель на каждое плечо. Аналогичным образом поступаем со вторым размером. 95 отнять 33 горловина, отнять 18 пройма, и будет 44 петли, и мы их делим на 2 плеча. Это по 22 петли на каждое плечо. Да? С этим разобрались. Отлично. На рукав переходим. Смотрите, по рукаву. Ну, я уже как бы так прикинула. 42 петли давайте наберем, вернее 43 петли, да, набираем 43 петли, ну 42 петли у нас будет задействовано в узоре, вернее 40 петель будет задействовано в узоре, 2 кромочные и 1 петля для симметрии, да, как и здесь. И узоры мы будем с вами вязать, сразу увеличиваем вот здесь петли по скосу, да, идем, и для этого нам нужно рассчитать петельки в самой широкой части рукава до формирования оката, вот здесь. Значит, ширину мы знаем. Для первого размера это будет, видите, 35 сантиметров, для второго размера 19 половинчатый размер умножить на 2, это будет 39 сантиметров. Умножили с вами на плотность 1,7, получаем. Также нечетное число я получала 61. И здесь тоже 67 взяла петель для второго размера. Так, понятно. И теперь определяем из большего размера 61 петель, да, отнять 43 петли. Давайте 61 отнять 43 петли. Будет 18 петель. Делим на 2. У нас 2 скоса. Получается, по каждому скосу надо прибавить 9 петель для каждого скоса. Так. Теперь наша задача равномерно их прибавить, то есть через равные ряды, количество рядов. И для этого нам понадобится вертикальная плотность. Мы, помните, определяли в 1 сантиметре 2 ряда. Смотрим от низа до оката. У нас будет с вами 39 сантиметров по выкройке. Девочки, я еще хочу вам заострить внимание. Свои размерчики поставьте. Здесь, конечно, есть размеры усредненные, но ведь рост у нас у всех разный. Кто-то маленького роста, кто-то побольше. Обязательно измерьте свой рукавчик, да, то есть вашу длину рукава. Поставьте свои мерки обязательно. И сделайте по аналогии, как делаю я. Я делаю, вот у меня на выкройке от низа, от наборного ряда до оката 39 сантиметров. Я 39 сантиметров умножаю на плотность по вертикали 2. 78 рядов. Видите, я записала 78 рядов. И теперь 78 рядов я буду делить на наши петли. Первый размер 9 петель. Это скос мы формируем. Смотрите, вот такое число получается. Не 8, не 9. Обычно в таком случае легко чередовать, девочки. Делаем прибавки в каждом 8 ряду, следующей прибавкой в каждом 9 ряду. То есть так и чередуем. Да? В итоге добираем 61 петлю на высоте 78 рядов. Второй размер аналогично поступаем. 78 рядов высота скоса. Делим на 12 петель, которые надо прибавить по скосу. Получаем такой же вариант. То есть чередуем в каждом 6 ряду прибавка, в каждом 7 ряду прибавка. В итоге 67 петель получается. Так, и затем будем вязать окат по выкройке в натуральную величину. Я обычно так говорю. Сейчас в последнее время стала вообще вязать уже, как, знаете, на автомате.
приблизительно знаю, как здесь распределять петли по убавке. Где покруче, да, берем, где по одной петле, где по 2 петли убавляем. И вот здесь уже у самого пологового участка рукава по 3 петли я убавляю. И здесь вот приблизительно оставляю около 15 петель, закрываю полностью окат. Высота у нас общей рукава, видите, 56 сантиметров. Я также их умножила устно на 2, получил 112 рядов, девочки. Так. Ну, с этим вот так мы разобрались, да. Что еще? Также про вертикальную плотность, это касается переда и спинки. Обязательно руководствуйтесь не измерениями в сантиметрах, а измерением в рядах. Почему? Потому что после стирки изделие вытягивается и может получиться не то, что мы запланировали, да, в своем изделии, будет очень длинное. Поэтому давайте руководствоваться таким образом. Вот у меня от низа, от наборного ряда до проймы высота составляет на первый размер 41 сантиметр, на второй 39. И что я делаю? Я 41 сантиметр умножаю на 2, 82 ряда, девочки, от наборного ряда считаем до проймы, это будет 82 ряда. Вот. И на второй размер 39 сантиметров на 2, это будет 78 рядов. Да? Обязательно вот так вот вычисляйте. Это еще проще, значит, распределение узоров у нас по вертикали. Я сделала вот таким образом, я это сейчас зачитывать не стану. То есть я также по плотности, по рядам определяла. То есть вяжем с вами 9 сантиметров на высота у нас первого узора, прям ровно по схеме, да, вот вяжем с 1 по 18 ряд планку, вот эту нашу декоративную красивую, да, ровно по схеме. Затем переходим с вами после 18 ряда тоже также по схеме вяжем с вами узор Б. Вот он у нас, этот узор Б, да, и через 24 сантиметра переходим на узор С, наши листы вот эти. Вот. И все это будет выложено у меня в описании, и вы не запутаетесь, там все уже посчитано, да. Также то же самое касается рукава. Тоже я уже все это рассчитала, посчитала с учетом плотности, распределилась у меня первая тоже планка декоративная по рукаву 9 сантиметров, через 20 сантиметров на высоту 40 рядов будем вязать по схеме Б, и 54 ряда у нас придется на схему С листики. Все, и затем закрыли последние петельки и сшили изделие. Все это будет в описании под видео выложено. Итак, мои хорошие, вот такой у нас получился узор. Вот такая нежная получается вещь. Я думаю, что даже если вы возьмете другую пряжу и сделаете по аналогии, это будет очень красиво. По аналогии сделайте расчет, это будет в любом цвете, из любой пряжи, это будет очень красивый, изумительный джемпер. Вот, потому что красиво чередуются узоры, согласованно друг с другом. Необычная такая декоративная планка у нас идет по низу. Ну, в общем-то, это очень интересный вариант джемпера. Я желаю вам удачи, мои хорошие, до новых встреч!